Итак, всем привет! Сегодня эксклюзивное видео. Получается, вот эта стоянка, которую я в прошлом году делал, она такая очень скандальная, можно сказать. Ну как, много комментируемая профессионалами разными, которые говорят, что первая зима, там даже не зима, а просто она уплывет, большой откос, надо подпорные стены строить, все на свете. Но вот я уже тоже чуть думал, блин, может и правда. Приехал вот спустя год покосить траву, уже не терпелось посмотреть, что тут как-то. Вот. То есть вот тут самое страшное место было. Я думал, что тут реально пойдет, потому что откосик тут где-то полметра. И я думал, что тут отойдет борт, ну как минимум. Думал, что может еще и потянет чуть-чуть за собой. То есть это я думал, что типа скорее всего так и будет. Тут все ровно. Но есть все-таки косячок. Тут борт отошел, но в ту сторону почему-то, откуда я даже и не ждал подвоха. Вот с этого ракурса все красиво, вот этот бортик никуда не ушел, тут откос у нас. Ну я тут отсыпал в принципе с запасом. Ну сейчас-то это сверху-то понятно, что это я лишний песок высыпал, но там снизу тоже у меня подготовка была с запасом. А вот здесь вот оно и отошло, видно. А вот она потянулась за собой на 2 сантиметра. Так-то вся ровная площадка, типа ничего. Вообще все шикарно. Вот тут, потому что, ну, я уже даже понял, в чем ошибка. Эту стоянку я удлинял, получается, уже в процессе. Сначала я отсыпал, получается, хотел, чтобы она где-то здесь заканчивалась. И основание готовил где-то до сюда. А потом выяснилось, что вот ворота открываются в эту сторону, и длины стоянки мне не хватало. Ну, чтобы машина заехала и ворота нормально закрывались. Я уже в последний момент начал наращивать. Чуть уже сделал, чем планировались. И уже нарастил. И получается, у меня где-то подготовка вот тут заканчивается. Ну и тут сразу черный грунт. То есть мало запаса сделал подготовки основания. И вот чуть-чуть пошло. Но это вот все дело исправить. Ну, блин, часа 2. И два мешка цемента, песка хватает, это все исправится и. То есть, стоит ли исправление этих косяков? Чтобы исправить этот косяк, мне надо часа 2-3. То есть достать этот борт, 2 мешка цемента, песочка хватает и все, и дальше все будет красиво, как новенькое. Но это лучше сделать еще через годик, пускай еще полежит на всякий случай, если еще больше отойдет. Хотя маловероятно, потому что типа тут все уже и так хорошенько улежалось. Но лучше все равно еще годик подождать. То есть сейчас она не критична, то есть все ровненько, просто вот этот маленький косячок. То есть эстетически, конечно, некрасиво, исправить надо, но функционал он свой исполняет. То есть лучше еще через годик я исправлю. Это обойдется вообще копейки. Но стоит ли вот этот вот косяк строить опорную стену, как все говорили? Надо опорная стена. То есть опорная стена, чтобы тут залить, это будет, ну, я думаю, даже дороже, чем вся эта стоянка. Потому что эта стоянка обошлась, ну, где-то $1000 под ключ. Вместе с работой и материалами, ну, совсем. А стенку тут залить получается, ну, тут метров 7, и тут еще 5. То есть, короче, я уверен, что это будет больше $1000, учитывая, что здесь надо будет бетононасос, потому что миксера сюда не загонишь, а вручную никто не соглашается никогда ничего делать, особенно такие работы. А бетононасос один у нас 800 рублей доставка, плюс бетона тут я даже не хочу считать, но тоже там типа может на 1002 рублей, наверное, она собирается. То есть это уже типа как вся эта стоянка, только опорная стена. И вот такой косяк. То есть типа мне, типа, да, конечно, я типа времени потеряю 3 часа, но если вы для себя, то 100% не стоит эти все стены строить. Лучше отсыпать больше песком, намного дешевле. Ну и все работает, получается. Ну нету там ужасного ничего, то есть оно не расплылось, ничего. Короче, вот такие выводы. То есть я бы однозначно не советовал прям с дуру лепить эти стены, потому что, ну, стены строить это дорого. Конечно, может быть, есть какие-то там безвыходные ситуации, когда вы там хотите гараж построить или еще что-нибудь. Но если просто стоянка, то есть, ну, то есть стоянка $1000 и стенка больше $1000.
чтобы держать эту же стоянку. Какой смысл? Ну, а так я очень рад, что все красиво. И, честно говоря, я уже, ну, из-за этих всяких комментариев, которые там уже, блин, прям все специалисты писали, что все не кают, я уже и сам усомнился, думаю, блин, что ж там уже творится. А приехал вообще так доволен, что все-таки я был прав. Ну, тут точно никаких проблем нет в этой части. Ну, только вот единственное, что вот там отошли. И все. То есть, видно, что люди даже заезжают сюда. То есть пользуются. То есть, тут ничего не отошло. Вода, кстати, тоже туда не затекает. Видно, что сюда идет.